старший из них вот так вот двигает ко мне конверт. Не могут себе спокойно позволить купить недвижимость. То есть через 50 лет я просто плачу 0,5% и все. Средний класс здесь очень быстро растет. Здесь один из самых защищенных рынков в мире, пожалуй. То есть это уже ценность получается. Предложение не успевает за спросом. Крупного застройщика за срыв сроков по нескольким проектам приговорили к смертной казни. Приветствую вас, друзья! В этом видео я открываю новое направление – Вьетнам. В этом видео я вам расскажу, почему Вьетнам – это недооцененный рынок именно в инвестиционной недвижимости, именно в самой инвестициях, не только в недвижимости, но и в бизнесе, о жилье, о ценах и прочее. Это первый, скажем так, стартап видео об Вьетнаме. Поэтому максимальная информация, можно сказать, вы получите здесь. Эта информация будет очень полезна для тех, как раз, кто смотрит, кто хочет переехать, кто хочет открыть бизнес, кто хочет инвестировать в недвижимость и вообще о жизни. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, оно будет очень полезным. И более того, вы откроете для себя новое направление, потому что, как показывает практика именно в YouTube, информации о Вьетнаме на самом деле очень мало. Есть информация про путешествия, но именно инвестициях в бизнесе и прочее абсолютно отсутствует. Поэтому это видео как раз будет для тех людей интересно, как раз кто рассматривает именно вот эти все показатели, галочки хочет для себя закрыть. Что могу сказать? Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наши все каналы, пишите в комментариях, что вы думаете по этим направлениям. Более того, звоните, номер телефона указан на экране. Звоните, пишите, мы всегда на связи. Поехали. Ты приехал сюда 12-13 лет назад, достаточно давно. Расскажи, почему Вьетнам и почему ты решил заниматься здесь недвижимостью? Да, я переехал во Вьетнам в 2012 году. Собственно, перед этим в течение где-то 5-6 лет я очень много путешествовал и искал место, где мог бы применить себя, где было бы развитие, где были бы точки роста как бы для меня, как для человека молодого. Вот. И искал я места в первую очередь не по принципу, где комфортно жить сейчас, а где я вижу большие перспективы на будущее. Вот. И объездив всю Европу, половину Латинской Америки, Азии и так далее, я увидел сочетание вот этих вот факторов именно во Вьетнаме. Изначально вообще всю жизнь я занимался рекламой и маркетингом, и когда я приехал во Вьетнам, я не знал, что я буду заниматься недвижимостью. Но так сложилось то, что когда начал изучать рынок, точнее, разные рынки, как бы, куда можно приложить свои усилия, я познакомился с ребятами, которые сейчас стали моими партнерами, которые на тот момент уже больше 10 лет занимались недвижимостью во Вьетнаме. Вот, и мы решили объединить свои усилия, то есть их экспертизы рынка, мои знания и навыки с точки зрения маркетинга. И да, вот получается то, что первое юридическое лицо, первое агентство недвижимости я открыл во Вьетнаме вместе с партнерами в 2013 году. В двух словах, расскажи, пожалуйста, нашим клиентам очень интересно, с Равилем, на чем зарабатывают инвесторы во Вьетнаме? Вот просто расскажи о схемах заработка и ориентировочный доход. Как и на любом рынке недвижимости, тут надо понимать, что во Вьетнаме живет больше 100 миллионов человек, и в целом рынок здесь достаточно развитый. То, что он не популярен и не раскручен у иностранной аудитории, в первую очередь русскоязычной, как бы это не значит, что рынок только формируется. Как формироваться он начал достаточно давно. Вот. И как и на любом рынке, здесь работают разные стратегии. С нашей точки зрения, мы считаем, что самым разумным делать ставку на местный локальный спрос среди быстро растущего среднего класса, как на наиболее такие стабильные прогнозируемые истории. То есть вообще одно из главных преимуществ рынка недвижимости Вьетнама — это очень сильный локальный спрос, чего нету в соседних странах. То есть про что я говорю, это то, что здесь до сих пор 99% покупателей это местные, именно местные формируют рынок, то есть он не зависит, меньше зависит от внешних факторов. Вот. С точки зрения стратегии, я бы выделил, наверное, 3 основные стратегии, с которыми мы работаем, и с запросом, на которые к нам обращаются клиенты. Первая история — это классическая спекулятивная история. Здесь мы считаем, что надо работать в максимально доступном сегменте, заточенном под средний класс, потому что средний класс здесь очень быстро растет, и, по сути, предложение не успевает за спросом. То есть классическая история — это вход в проект на этапе фундамента, то есть на старте продаж, и потом дальнейшие его перепродажи через 2-3 года, лучше всего оптимально, наиболее консервативно, это через полгода-год после получения ключей, то есть, грубо говоря, горизонт планирования от 2 до 4 лет,
На стадии строительства в среднем проекты показывают рост порядка 15% годовых. Ну, то есть, условно говоря, там за 3 года там нормально, что у вас проект вырастет где-то от 30 до 50%. Но с учетом денег приведенных, то есть так как мы берем рассрочку, реальная доходность на вложенный капитал, она может быть больше. Вот, повторюсь, это стратегии, несмотря на то, что обычно спекулятивные стратегии являются высокорискованными, но во многом за счет того, что как бы эти спекулятивные стратегии предлагают реализовывать в проектах, которые заточены как раз на внешний спрос, на моду, хайп там, и так далее. Здесь же мы рассчитываем на местную аудиторию, поэтому это достаточно консервативная стратегия. Почему это работает, вот эта история? Расскажи, пожалуйста, как она работает? То есть вот прям детально расскажи, на кого, что мы делаем номер раз, что мы делаем номер два, что мы делаем номер три, и как получаем прибыль, и как бы кто покупает в итоге? Ну, смотрите, как бы подход у нас достаточно нестандартный, то есть, как бы, наверное, вот, ну, когда сейчас анонсировали, да, что видео будет про Вьетнам, как бы будут зрители предполагать, что сейчас я начну рассказывать про какие-то там курортные квартиры в Ничанге на Фуке. Вот, но на самом деле вот по прошлому году 98% сделок, которые моя компания совершила, это сделки в сегменте доступного жилья в промышленных зонах Вьетнама. То есть, по сути, мы продаем недвижимость, это в окраинных крупных мегаполисах, посреди промзоны, то есть там с одной стороны промзона, с другой, условно говоря, азиатские трущобы, посреди этого строятся дома, вот мы продаем в них недвижимость. Как это работает? То есть, на самом деле, экономика Вьетнама последние годы очень быстро растет, обычно там по 7% в год. Например, показатель в 2025 году больше 8% в год рост ВВП. Это единственная страна в регионе вообще, которая дает такие показатели, причем экономика уже достаточно крупная. Растет экономика за счет прямых иностранных инвестиций. Прямые иностранные инвестиции в основном идут в промышленность и высокотехнологичное производство, то есть это долгие деньги, это долгий цикл инвестиций. Компании, которые инвестируют эти деньги, ну, например, здесь там вот находится крупнейшее производство Intel на планете. То есть им для того, чтобы, ну, когда им проинвестировали свои 5 миллиардов долларов, они планируют этот бизнес делать десятилетиями, соответственно, им нужны кадры. Они строят свои университеты, чтобы воспитывать инженеров, которые у них будут дальше, собственно, работать на их производстве. Вот, все это очень долгий цикл, и за счет вот этих вот прямых инвестиций именно в длительные, в компании с долгим циклом очень быстро растет средний класс. То есть по прогнозам McKinsey с 25 по 30 год средний класс во Вьетнаме вырастет вдвое. Здесь средний класс это считается доход на одного человека в семье от $1000. То есть, грубо говоря, семья из 3 человек это $3000. Условно, как бы, кого-то меньше, кого-то больше, но мы знаем, что только в Хошимине таких людей станет на 2 миллиона больше в ближайшие 5 лет. А это люди, с таким доходом люди, они могут себе спокойно позволить купить недвижимость в том сегменте, с которым мы работаем. То есть это такое, ну, жилье комфорт-класса. Почему как бы эта схема работает? То есть, по сути, вот каждый цикл стройки это порядка 3 лет. Те люди, которые мы планируем, что будут покупать нашу недвижимость через 3 года, сегодня живут в трущобах. У них дома нет кондиционера, у них нет охраны, по первому этажу бегают крысы. То есть условия жизни у них отвратительные. Не очень, да. Тот дом, который будет построен через 3 года, там будет охраняемая территория, бассейн на крыше, детские игровые комнаты, зоны для коворкинга и так далее. По сути, как бы, ну, вот, как бы мы рассчитываем на тех людей, которые присоединятся к среднему классу, будут покупать у нас недвижимость. Логичный вопрос сразу же возникает. Ну, допустим, вот мы скажем, что мы на этапе фундамента покупаем квартиру с 2 спальными комнатами за $100 000. Ну, очень упростим. Через 3 года мы планируем продать ее за 150. Зачем человеку покупать у нас ее за 150, если можно на фундаменте купить за 100? Первое, то, что цены на землю растут очень быстро, поэтому те проекты, которые на фундаменте будут через 3 года, они уже будут продаваться не за 100, а за 120. Ну, просто как бы это рост цен на землю, инфляция, там, рост заработных плат там, и так далее. Дальше история, то, что все покупатели во Вьетнаме покупают через ипотеку. Человеку нужно внести 20% от стоимости. Да. По сути, если он пойдет в сделку на фундаменте, там квартира стоит 120, ему нужно внести $24 000. Да. Если он квартиру будет покупать у меня, ему нужно будет внести не 24, а $30 000. Шаг очень маленький, но ты меняешь свою жизнь сегодня, у тебя сегодня беременная жена. Как бы ты хочешь, чтобы ребенок родился не как бы рядом с крысами, как бы, а в современном классном жилом доме. Именно поэтому, на самом деле, здесь
на вторичном рынке до 70% квартир перепродаются в течение полугода после получения ключей. Запрос на готовую недвижимость сильно больше, ну вот реального спроса, чем на недвижимость на этапе строительства. Люди хотят очень быстро поменять свои жизненные условия. А они у них меняются, да, то есть вот реально сегодня у них нет денег, и через год у них появляются эти Да. деньги, как бы они не хотят ждать еще 3 года, чтобы изменить свою жизнь. Слушай, а вот отсюда расскажи, какая защищенность вообще у инвесторов здесь, на сколько лет вообще все это дается? Потому что в разных странах, везде, в Таиланде 30-30-30 с продлением, на Бали, к примеру, это у нас, к примеру, 30 лет, потом гарантированное продление. Как здесь это все работает и какое законодательство вообще? Защищена недвижимость, не защищена? Потому что во многих странах Азии недвижимость не защищается, ее просто нет гарантии. Расскажи вот про эти все факторы. Ну, здесь, с моей точки зрения, я как бы изучал там достаточно плотно разные рынки и в Азии, и в мире, чтобы понимать вообще, как что устроено, и компетентно общаться с клиентами. Здесь один из самых защищенных рынков, как в Юго-Восточной Азии однозначно, и один из самых защищенных в мире, пожалуй. То есть здесь, например, для того, чтобы застройщик получил разрешение на продажу, он должен выполнить несколько условий. Первое – это завершить строительство фундамента. Второе – это сдать фундамент в депстрое, подтвердить, что он построен в соответствии с нормативами и в соответствии с планом. Третье – получить разрешение на дальнейшее строительство. Четвертое – застраховать объект сторонней страховой компании от недостроя. И только после этого можно выходить на продажу. То есть в тот момент, на самом деле, когда вы покупаете квартиру и подписываете договор купли-продажи, после этого вы можете в страховую компанию написать письмо, то что вот так, вот копия договора купли-продажи, прошу выслать мне ваучер, подтверждающий мою страховку. И тебе страховая компания именно высылает вот на бланке официальный как бы ваучер, подтверждающий, что я являюсь владельцем такой-то квартиры, и подтверждаю, что в случае, если там застройщик обанкротится, что-то там какой-то черный лебедь очередной произойдет, то деньги мне будут компенсированы, которые я успел вложить. Вот, поэтому с точки зрения стройки здесь, безусловно, как бы есть очень сильные работающие механизмы по строительству. Ну, кстати, как бы у меня вот, например, был случай, я в 2015-2016 году в Ничанге купил 2 квартиры, у меня застройщик обанкротился. То есть я как бы сам с этим сталкивался, деньги возвращал, подтверждаю, это работает. Опять же, недострои бывают, не бывает рынков как бы, да, вот чудесно, где все всегда гладко. Вот, но деньги реально можно вернуть. С точки зрения собственности есть несколько типов объектов, в которые может инвестировать иностранец. Первый тип, с которым зачастую сталкиваются в первую очередь потенциальные инвесторы, так называемые туристические апартаменты. То есть это все, что стоит на первой береговой линии, как бы там ни иностранцы, ни вьетнамцы не могут получить право собственности. Там это работает так, что застройщик получает землю в аренду от государства на 50 лет, после этого строит проект, ну, какое-то время, там 3-5 лет. И в тот момент, когда ты получаешь ключи, по сути, ты получаешь договор долгосрочной аренды, привязанный к договору аренды земли. Вот. По сути, что будет через 50 лет, мы не знаем. То есть вот в государстве не прописаны регламенты, это как бы такой временный проект. Все местные агенты утверждают, да, конечно, договор будет продлен, я не знаю. Как бы вот мы прецедентов не видели и не увидим в ближайшие 38 лет, потому что законодательство это появилось вот где-то лет 12 назад. Вот. Мы же работаем в основном с другим форматом недвижимости, это так называемая жилая недвижимость. В ней застройщик получает землю в вечное пользование под реализацию проекта жилой недвижимости. Дальше, когда клиент получает ключи, если он гражданин Вьетнама, он получает так называемую розовую книгу права собственности вечную. Если это иностранец, то ты получаешь тоже розовую книгу, сертификат права собственности, но с ограничением на 50 лет. И с правом продления еще на 50. Причем процедура это абсолютно четко зафиксирована в законодательстве, стоит это 0,5% от стоимости квартиры. То есть через 50 лет я просто плачу 0,5% и все? Да. Но точно так же, когда вы будете получать право собственности, тоже надо заплатить 0,5%. То есть это такой вот гербовый сбор за выдачу права собственности. Но при этом как бы здесь вот нужно, вот я 10 оговорок готов сделать по поводу того, что да, это может быть не совсем полноценно, это право собственности с ограничениями, но это безусловно право собственности. Почему? Первый момент, то что когда вы продаете квартиру вьетнамцу, у него вот это ограничение слетает. То есть если бы у вас была квартира в аренде, долгосрочная аренда, то даже если вы ее локалу продаете, у него все равно остается договор аренды. И все арендные квартиры, они всегда будут менее ликвидны на вторичном рынке, по очевидным абсолютно критериям.
Второй момент, потому что на самом деле, вот если вообще вот разобраться, что такое право собственности. Вот один из самых таких понятных критериев, как можно оценить, есть право собственности или нет, это прийти в банк и спросить, а вы вот это возьмете как залог? Вот договор долгосрочной аренды банк не возьмет, а право собственности берет, в том числе у иностранцев. То есть, и на самом деле, как бы вот это подтверждение того, что это никакая не аренда. То есть банки готовы рассматривать это как реальный актив, потому что на нем есть право собственности. Это хорошая очень гарантия на самом деле. А вот ты сказал с ограничением, то есть получается местные могут продавать только местным, а иностранцы могут продавать только иностранцам и местным. И местным. Иностранцы могут кому угодно. То есть получается у нас исходит схема, что у иностранцев ограниченный рынок недвижимости, то есть это уже ценность получается. Ну да, здесь, то есть из чего это формируется, все это по законам Вьетнама иностранцы имеют право приобретать недвижимость только у застройщика или у другого иностранца. То есть вы не можете пойти и в любом доме, там, условно говоря, купить квартиру у гражданина Вьетнама. Почему это сделано? Тут надо, как бы, наверное, сразу же тоже оговорку сделать. То, что почти что во всех азиатских странах есть определенная квота для иностранцев. Где-то эта квота 30%, где-то 50%. Я не знаю, может для кого-то это будет из-за чего сделано? Из ограничения земли, что ли, тут или что? Нет, это сделано из-за большого соседа, которого все ненавидят. То есть во всех абсолютно азиатских странах иностранные квоты сделаны с одной понятной причиной, чтобы проекты не выкупали китайцы. Вот, потому что они боятся, что если дать больше 50% выкупать, ты уже получаешь там право голоса там, на собрании жильцов, например. Вот. Все квоты во всех странах Юго-Восточной Азии это против вьетнамцев, против китайцев. Дальше какая история? То, что если китайцы. То, что если ты разрешишь проводить сделки на вторичном рынке, ты квоту не сможешь контролировать. Квоту можно контролировать на уровне застройщика. Вот у застройщика есть 100 квартир, он больше 30 не может продать. Все, как бы, очень понятно. Когда ты идешь к нотариусу, нотариус не знает, сколько квартир продано иностранцам. И если нотариусу разрешить переоформлять квартиру с вьетнамца на иностранца, тогда эта квота, она может быть нарушена. Ну, понятно. Вот, поэтому по законам иностранцы имеют право покупать либо у застройщика, либо у другого иностранца. Иностранцев на рынке мало, поэтому выбор на вторичке он ограничен. Но с другой стороны, для потенциального инвестора это большой плюс, потому что когда ты свою квартиру выставляешь на вторичном рынке, если она у тебя находится в зоне, где, ну, в локации, где популярны сделки среди иностранцев, тогда твоя квартира становится уникальной. То есть, условно говоря, в здании есть 100 квартир, и только одна принадлежит иностранцу, она твоя. И если есть человек, который хочет быть в этом здании, то как бы твоя квартира, она становится, соответственно, более ценной, чем все остальное здание. Конечно, это большой очень плюс. По идее, это вообще отлично. Ну, конечно. Мы, если кратко, мы уже поняли, что, получается, покупка иностранцам недвижимости во Вьетнаме – это большое преимущество на самом деле, потому что ты можешь продавать и иностранцам, и локалам, да, то есть вьетнамцам, а локалы не могут продавать иностранцам. И это здорово, потому что все, кто инвестирует, это, по сути, такой, ну, давай так по-простому скажем, это как вклад в банк, достаточно надежно, потому что высокая зарегулируемость рынка, да, на данный момент, стабильный рост экономики, стабильный рост стоимости объекта недвижимости на вторичном рынке тоже на протяжении 2, 3, 4 лет. И понятная прозрачная структура владения. Это 50 плюс 50 лет. Там 0,5% на начальном этапе за оформление, 0,5% через 50 лет. Причем 0,5% от стоимости договора первого. Вы четко понимаете, то есть вы, допустим, купили... Вы сколько денег надо заплатить? Прозрачные правила игры. То есть, да, за 100 тысяч купили вы сейчас квартиру, вы через 50 лет платите $500. Не по рынку там когда-то или еще что-то. У вас в договоре прописано, что у вас продление еще на 50 лет. На 50 лет. Это всего $500. Да, всего 100 лет будет за $1000, грубо говоря. Это здорово. Потому что рынок недвижимости Бали, да, он где-то там чем-то лучше, чем-то хуже, но в плане оформления там все немножко по-другому устроено. То есть ты там, получается, 30 первый контракт, потом по рыночной цене ты продлеваешь через 30 лет, какая она будет, непонятно. Вот. И здесь более прозрачно, более зарегулируемо. Еще очень важный момент, вот то, что многие клиенты будут спрашивать в любом случае, инвесторы мои, Равили, да и вообще любой, наверное, инвестор, страховка от недостроя. Вот ты сказал, это, на мой взгляд, это
принципиальный такой краеугольный камень того, что недвижимость Вьетнама это просто, ну, Отличается от Азии. да. Это вообще, я считаю, что страховка от недостроек, как в России, вот сейчас эскроу счета, проектное финансирование там, и так далее, это вот нечто подобное. И вот ты сказал, у тебя было 2 кейса, когда, допустим, что-то там случилось с застройщиком, и ты реально получил деньги по страховке, это правда? Да. Ну, у меня как бы 2 кейса, это было 2 квартиры на одном этаже, которые принадлежали мне, то есть, Да. ну, это как бы один и тот же застройщик, ну да. Где-то там, наверное, в течение полугода после того, как проект был заморожен, мне позвонили сами из проекта, я даже никому не звонил, как бы пригласили на встречу. Такое это выглядело чуть-чуть как будто бы какой-то мафиозный боевик, потому что сидело человек 8 вьетнамцев в костюмах, там с галстуками, там черные костюмы, белые рубашки. Я прихожу туда на встречу в плавках, потому что я вообще не знал, куда меня зовут. Вот, и мне такой там старший из них вот так вот двигает ко мне конверт. И такой говорит: здесь все деньги, которые вы там вложили, а здесь бумажка, что у вас нету к нам претензий. Говорят, вы можете пойти с нами судиться, потому что, по идее, мы вам еще пени должны выплатить, как бы. Но мы предлагаем разойтись по-хорошему. Я говорю, да, конечно, ну там у меня пени, грубо говоря, не знаю, было там $1000, больше бы за юриста отдал. Слушай, здорово. Мы видим, Есть прецедент, он показал себе, что это работает. страховка выплачивается страховыми компаниями без проблем, да? Да, конечно. Получается, Ну, здесь- на самом деле, как бы, надо сказать так. Я не говорил про сотни таких клиентов, потому что здесь очень строгое наказание для застройщиков, для задержки Ага. строительства. То есть здесь, например, в прошлом году был тоже кейс, хорошо. когда достаточно крупного застройщика за срыв сроков по нескольким проектам приговорили к смертной казни. Поэтому задержка строительства здесь в целом непопулярная история. Конечно, это есть, но в масштабах страны это очень такие редкие истории. Небольшой процент. Здорово, здорово. Получается, фактически, ну, максимально безопасно. То есть, если брать всю Юго-Восточную Азию, то в целом это один из лучших рынков по регулируемости в целом процесса сделки и безопасности. Да, однозначно.